Привет, дорогие друзья! Сегодня у меня обзор свежепредставленных смарт-часов Amazfit T-Rex. Главная их особенность – это защита от внешних воздействий по американским армейским стандартам. Но об этом чуть позже. Итак, о начинке. Что у нас внутри? Оптический датчик пульса BioTracker PPG, стандартный для устройства Amazfit, трехосевой акселерометр, геомагнитный датчик, GPS плюс GLONASS и датчик освещения для работы автояркости. Барометра здесь нет, так как это слабое место для такой суровой защиты. Для связи используется Bluetooth версии 5.0. Питает это все дело литий-полимерный аккумулятор на 390 мАч. Отличную картинку мы видим с AMOLED-дисплея разрешением 360 на 360 пикселей размером 1,3 дюйма, который защищен закаленным стеклом Gorilla Glass третьего поколения с олеофобным покрытием. В коробке у нас все как всегда. Сами часы, инструкция и зарядник. Зарядник магнитный, такой же, как на других моделях часов Amazfit. Подходит на GTR, GTS. Не удивлюсь, если такая же будет у обещанных в феврале BIP S. Давайте рассмотрим часы поближе. Корпус у нас из высокопрочного полимера, по бокам 4 кнопки для управления. То есть часами можно управлять при желании только кнопками, хотя дисплей оборудован тач-сенсором. Снизу также ничего нового, оптический датчик и 2 контакта зарядки. Крепление ремешка нестандартное, под шестигранник, но при желании поменять его можно. Сам ремешок силиконовый, причем очень мягкий и эластичный, но в то же время я думаю, что он достаточно прочный. Ну что ж, давайте включим часы, посмотрим. Впрочем, там ничего нового мы не увидим. QR-код, стандартное подключение, стандартная программа Amazfit Watch. Подключение не вызывает никаких проблем. Далее, как обычно, у нас происходит обновление на актуальную версию программного обеспечения, после чего мы наконец можем начать использование часов. Прошивка у нас похожа на GTR GTS, но с измененным интерфейсом. Давайте посмотрим. Свайпом вниз попадаем в меню быстрого доступа, есть здесь фонарик, режим экономии энергии, при котором мы видим минимум информации, в то же время часы пишут только шаги и время сна. Выйти из этого режима долгим нажатием кнопки Select. Далее у нас режим не беспокоить, здесь мы можем выбрать ручной по расписанию, либо умный режим. Следующая у нас яркость, здесь можно либо автоматически, либо вручную установить необходимый уровень яркости. И последний здесь пункт – это блокировка дисплея. Снимается она кнопкой Select. Помимо быстрого доступа, свайпами вверх-вниз мы можем листать виджеты статистики активности и пульса. По свайпу слева попадаем в список уведомлений. Думаю, многие это оценят. Ну а основное меню у нас достается справа. Как обычно, долгий тап на главном экране, смена циферблата. Ну и само собой 2 встроенных, и еще можно один закачать из приложения. Давайте посмотрим, что там есть. Циферблатов пока немного, но все они выглядят достаточно адекватно и должны подходить под стиль данных часов. А если сравнить с недавно вышедшими Xiaomi Color, так и вообще целый кладезь циферблатов. Ну что ж, циферблат установился, давайте побегаем по меню. Оно, кстати, сортируется через приложение. Первый пункт – статистика нашей активности. Следующая статистика по пульсу за день. Тут мы видим график и зоны пульса в процентах за весь день. Следующее меню – это тренировки. Тут у нас их 12 штук. Бег на улице, ходьба, езда на велосипеде, плавание в бассейне на открытой воде, беговая дорожка, велотренажер, эллипсоид, упражнения свободные, альпинизм, бег по пересеченной местности, катание на лыжах и хайкинг. Все тренировки имеют настройки, такие как цель тренировки. Мы можем задать цель по дистанции, по времени, по калориям, в зависимости от тренировки. Также можем уведомления о пульсе, о каких-то пройденных километрах и так далее. Автоматическая пауза для тренировок с GPS. Длина дорожки для бассейна. Следующий пункт – это журнал тренировок. Список всего, что мы записали часами. Само собой, каждую можно рассмотреть отдельно, посмотреть всю статистику, вид трека и тому подобное. Следующий пункт – это погода. Тут также ничего нового, вся необходимая информация, все, что может быть о погоде, здесь есть. Плюс прогноз на несколько следующих дней. Дальше управление музыкой выглядит это так.
Следующий пункт — это будильники. Здесь все как обычно. Можно добавить новый, включить-выключить старые будильники. Ничего нового. Дальше список напоминаний. Они настраиваются из приложения. Следующий пункт у нас секундомер. Здесь тоже ничего нового не придумали. Он просто работает. Свернуть его нельзя. Можно только если он на паузе стоит. Тогда при возврате он будет на том же времени. Как видим, отсечки работают также. Можно замерять круги, например, или что-то еще. Дальше таймер. Также без изысков. Также ничего нового. Есть предустановленный. Можно добавить свой. Минимум минута, к сожалению. Сворачивать его нельзя, к сожалению. Таймер. Так себе таймер. Дальше поиск телефона. И следующий компас. Просит, чтобы его откалибровали обычно при долгом неиспользовании. После чего показывает, куда смотрят часы и где находится север. Чуть-чуть притормаживает анимация. Работает компас, как компас. Барометра, напомню, у нас нет в часах, поэтому здесь мы не посмотрим ни давление, ни высоту, как, например, в GTR. Последний пункт меню — это настройки. Здесь у нас выбор циферблата, мы уже видели это. Дальше период активности экрана. От 6 до 14 секунд можно настроить. Дальше быстрый старт. Это настройка быстрого доступа кнопкой Select с главного экрана. Тут есть все пункты меню, основного меню, соответственно. Дальше функция Always On. Здесь у нас только выбор цифрового либо стрелочного циферблата. Других настроек пока нет. Как выглядит цифровой? И вот так выглядит стрелочный. Следующий пункт, последний, это система. Тут у нас информация об устройстве, о сертификациях, перезагрузка, выключение и сброс на заводские настройки. На этом с настройками все. Что с уведомлениями? Да тоже все как обычно. Вот мы видим входящий звонок. Можно положить трубку, либо заглушить звонок. Ничего нового. С мессенджеров, как обычно, у нас не показывается в таком виде звонки. Зато показываются обычные уведомления. Причем, как видим, поддерживаются иконки у некоторых из приложений. Само собой, в глобальной версии поддержка кириллицы полная. С этим проблем нет. А вот смайлы по-прежнему не завезли. Уведомления синхронизируются с пунктом уведомлений смартфона. И, соответственно, если удалить на часах, то и удаляются там. Итак, по всем меню часов мы побегали. А теперь давайте побегаем по самим часам. Потопчемся по ним, что-нибудь еще с ними придумаем. Как я уже говорил, часы защищены по американскому армейскому стандарту, а значит, они должны выжить там, где пытаются выжить американские солдаты. Это температуры от минус 40 до плюс 70. Удары, встряски, вибрации, химические, агрессивная среда, пыль, грязь, взрывоопасная среда и тому подобное. Ну, в общем, не будем тянуть. Начнем тестирование защиты наших часов. Поехали. Часики тикают. Здесь мы видим вмятину от асфальта такого. Но в остальном все в порядке.
Что тут? Что-то показывает, кнопочки понажимались. Тикает. Само собой. Обляпался. Спасибо, я только эти джинсы постирала. Поворачивай. Работает? Тикают. Спокойно, ребята, все будет хорошо. Все. Сними, что они показывают. Он показывает. Показывает. Все, отходи. Погнали. Так новенькие, да? Все. Сессия Нимен. Руки грязные, часы чистые. Работает. Ага. Можно это можно не снимать. Теперь что-то снимаем. Работает. Привет. Тик-так, тик-так. Пачкали часы, испачкали штаны. И как оказалось, плохо отмыли. Керхер не берет эту грязь. Попробуем постирать. Тут у нас что? Оп, всё. Погнали. Что тут у нас закончено? Где-то здесь. Есть часы. Да. Что они выглядят? Смотри-ка, что-то светит. Шикарно. Все работает. Сенсор работает. Постирался олеофобный слой, наверное. Но все в порядке. Все работает. Итак, вот она наша заготовка. Кладем ее в водичку. Открываем морозилку. Поехали. До скорых встреч. Кира.
промежуточный результат. Еще макровато, конечно, но уже тверденько. Можно мне так потрогать? Потрогай. Да. Отвертень. Бита, идем брать? Идем брать биту. Давай идем брать биту. Посмотрим, что у нас. Где? А, я ж переставил. Заново. Короче, вот так. Его немного тут покорежило. Я надеюсь, часы при этом выжили. Очень надеюсь. Мне они очень нравятся. Точно, работает. Ну, давай, клади в пакет. Always on показывает. Обратите внимание. Видно, нет? Не видно. Вон там, короче, в углу. Черточка. А, холодная собака. Ладно. Все, пойдем-ка мы это дело доставать теперь. А, прикольно ветром. Он крутится? Ну что, попробуем достать наши часы. На счет 3. Раз, два, три. Ай, на ногу попал. Да. Простите. Так, ну, они, короче, не достались. Надо, наверное, еще постучать. Вот, теперь достались. Что мы видим? Чикает стрелочка, елки-палки. Так. Все. На этом наше замерзание, замораживание закончено. Часы у нас работают. Даже кнопки нажимаются. Туговато, правда. Ну, потому что резина замерзла. Холодненькие. Еще их, блин, прокипятить бы. Чем мы и займемся, пожалуй. Все, круто. Итак, часы у нас должны выдерживать 70 плюс 70 градусов. К тому же у них есть защита от термического шока, то есть от перепада температуры. Вот, ну 70 градусов у нас есть? Нет, у нас есть кипяток. Давайте попробуем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кстати, часики у нас после заморозки еще прохладные были. Вот они у нас готовы, видите, зазеленели. Значит, сварились. Немножко остудим их в проточной водичке. Блин, да что ты будешь делать-то, а? Что за часы такие? Ну, работают. Работают. Все. Извини, ГТР, сегодня не ты герой. А, тепленькие.
Отличные часы. Ну что, друзья, на этом наш обзор подошел к концу. Хочу сказать, что я не ожидал такой живучести, такой стойкости этих часов. Был реально удивлен. И в целом мне часы понравились. Хотя никогда не был фанатом G-Shock'ов или прочего Casio подобного. Но вот зашли часики. Кстати, они уже начали продаваться в официальном магазине Amazfit на Алиэкспрессе. Ссылку я оставлю в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока, до новых встреч.